Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти. И за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент и те расклады, которых нет и не будет здесь, на YouTube-канале, потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Именно для этого существует второй закрытый канал на Бусти. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на Бусти уже 1,5 года. Друзья, вы помогаете нам становиться лучше. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Спасибо вам, что вы есть у нас. Для всех тех, кому неудобен Бусти, есть закрытый телеграм-канал, где все те же самые видео, что и на Бусти, и подписка стоит также 299 рублей в месяц. Для всех тех, кому интересен телеграм-канал, пожалуйста, переходите в личку. Моя личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Туда же в личку вы можете написать по вопросам личной консультации, расклада, обряда, а также по вопросам обучения на картах Таро. У меня есть индивидуальное обучение на картах Таро, по той колоде карт Таро, которая вам больше интересна и больше нравится. Есть 3 готовых курса. Это курс классической колоды Райдера Уэйта, где мы изучаем не только теорию и практику, но и кабалу. Также у меня есть «Триумф Луны» и курс «Безумной Луны» Патрика Валенса, одного и того же автора. Ставьте, пожалуйста, лайк к видео, если видео вам действительно понравилось. Это позволит ему продвинуться выше, дальше, и его увидят как можно больше людей, друзья. Оставим сегодня карты Таро Элизиум снов и теней. Здравствуйте, карты. И поговорим мы с вами сегодня о деле о 5 мальчиках в коллекторе. Так называется это дело. Дело о 5 мальчиках в коллекторе, которые пропали в Красноярске в далеком 2005 году. Пропали 5 мальчишек, каждому из которых было не более 12 лет. 5 друзей встретились однажды 16 апреля 2005 года и исчезли навсегда для своих родителей. Детей нашли спустя 2 недели, вернее, то, что от них осталось. Сгоревшие неорганические останки и пепел от одного из мальчиков. Вот все, что удалось обнаружить в старом коллекторе, куда якобы самостоятельно забрались ребята и разожгли там костер. Официальная версия гласит, что это несчастный случай, и мы с вами сегодня узнаем, что же на самом деле приключилось с мальчиками. И первый вопрос я хотела бы задать, конечно же, жив ли кто-то из мальчиков, погибли ли все 5 мальчиков, да, потому что были версии о том, что кто-то жив, кто-то мог сбежать и так далее. Я сейчас смотрю на фотографию этих мальчишек. Максим, Саша, Дима, Гагаш и Сафар. Давайте выясним для начала, действительно ли всех 5 нет в живых, действительно ли все 5 мальчишек погибли. Карта выпала, карта второго старшего аркана Верховной Жрицы, это холодная карта. Карта говорит, что детей нет в живых, потому что Верховная Жрица здесь практически умерла. Здесь Верховная Жрица занимается черной магией, но здесь она холодная. Холодная карта, нет в живых. Я не чувствую этих детей, ни одного не чувствую ребенка. Давайте еще одну карту вытянем, потому что карта упала сама. Если карта падает сама, я еще вытягиваю самостоятельно карту. Максим, Саша, Дима, Гагаш и Сафар. Действительно ли все... переворачиваются. Действительно ли все 5 мальчишек погибли? 4 кубков. Мне тут уже историю начинают рассказывать, да, что они пошли за кем-то. Сами пошли за кем-то, потянулись к кому-то. Действительно ли все мальчики погибли, на которых я сейчас смотрю? Да, карта императрицы. Императрица, здесь 2 ряда старших арканов в этой колоде, друзья. Есть теневая сторона, есть светлая сторона. И здесь императрица выпала темная. Кто-то молчит, кто-то все знает, но молчит. Императрица здесь закрыли рот, императрица здесь не дышит, не может говорить, да, и карта Верховной Жрицы плюс императрица именно в теневой ее стороне говорит о том, что нет мальчишек в живых. 4 кубков, за кем-то они пошли, кто-то им понравился, какой-то дядя им понравился в том плане, что он им что-то пообещал, вполне возможно, да, какие-то материальные, может быть, блага, да, или им было просто интересно общаться с этим дядей. Давайте выясним, да, кто это был, но для начала давайте выясним, вообще все ли 5 встретились в этот день, потому что говорили о том, что все 5 пошли гулять. Вот для чего они пошли гулять, что они пошли делать. 16 апреля 2005 года. Максим, Саша, Гагаш, Дима и Сафар. Встречались ли и проводили ли время все вместе? Все ли 5 мальчиков встретились вместе? Карта мир, да, положительная карта 21-го старшего аркана. Что-то глобальное собирались сделать, да, вот глобальное для себя. Вот что бывает глобального для 5 мальчишек в возрасте от 10 до 12 лет? Может, говорили то, что они пошли металлолом, да, собирать и сдавать его, потом деньги какие-то, может быть, решили себе карманные, да, заработать. И здесь карта 21-го старшего аркана мир говорит о том, что вот какие-то глобальные планы громадье, хочется сказать. И вот мальчишки все вместе собрались, куда-то пошли. Карта мира здесь также указывает, да, на вот какие-то железки, вот что-то тяжелое, что-то железное, металлическое,
металлический привкус, но это не кровь, а именно металлический привкус чего-то. Действительно, может быть, пошли сдавать металлолом. Действительно, встречались все вместе. Что именно они делали? Что именно делали мальчишки? Вот пока с ними не приключилась какая-то беда. Что делали мальчики в этот день? Карта дьявола. Практически сразу кого-то они встретили, да, вот привязанность к кому-то, почувствовать привязанность к кому-то, дьявол. А еще дьявол может говорить о каком-то нездоровом увлечении, что-то покурить за забором, знаете, вот как мальчишки вот от 10 до 12 лет чем еще могут заниматься, да, что-то покурить, что-то, может быть, даже выпить, употребить что-то, да, потому что карта 15-го старшего аркана дьявол, вот попробовать что-то запретное. Хочется попробовать что-то запретное, и практически сразу к ним подошел какой-то дьявол, да, вот, который их за собой поманил, за кем они пошли. Четверка кубков у нас выходила. Кто им очень понравился по каким-то своим соображениям, наблюдениям, или, может быть, он их похвалил, что они курят в таком раннем возрасте, да, вот здесь что-то про сигареты, про алкоголь, что-то вот, что попробовать впервые. Ну и какие-то планы, вот мы сейчас заработаем денег, да, вот сдадим металлолом, допустим, заработаем денег, что-то купим себе. 15-й старший аркан дьявол, да. Здесь попробовать. Я не могу сказать, что мальчики злоупотребляли чем-то, да, вот просто попробовать в этом возрасте интересно. Интересно. Давайте еще одну карту вытянем. Что именно делали мальчики 16 апреля 2005 года, до того, как с ними приключилась беда. Пятерка кубков. Провожать кого-то или смотреть на то, как что-то уезжает. Знаете, как смотреть на то, как уплывает корабль, или смотреть на то, как уезжает поезд. Вот как будто, знаете, они находятся где-то на какой-то станции, где есть какое-то движение. Вот они там сидят, и что-то, может быть, покуривают, или, может быть, распивают какие-то напитки, да, запрещенные для малолетних детей, и обсуждают какие-то планы. И вот как раз там мог к ним кто-то подойти. Смотрят, как будто что-то отходит поезда, отходят пароходы, если там есть такое, да, паром, может быть, какой-то, или железнодорожная станция. Действительно ли мальчишек похитили на автомобилях? Есть версия, что мальчиков похитили на автомобилях. Действительно ли этих 5 мальчиков похитили? Десятка жезлов — отрицательная карта. Их не похищали. Они ушли добровольно с кем-то. Десятка жезлов. Тяжесть какая-то. Вот какая-то тяжесть. Либо тяжесть мальчишек, я сейчас вижу. Да, они ушли за королем кубков, который им понравился. Король кубков — мужчина, который нравится. Мужчина, который нравится своими соображениями, наблюдениями. Интересный мужчина, с которым можно побеседовать, да? Который за собой повлек, который за собой поманил. Король кубков. Человек, которому можно доверять. И десятка жезлов, я вижу, видимо, эту карту сейчас. Это мысли мальчиков, да, когда они за ним пошли, когда они уже поняли, что с ним произойдет, потому что он их именно заманил. И десятка жезлов — это тяжесть, груз ответственности за самого себя. Как же мне тяжело, как же нам тяжело, зачем мы за ним пошли, зачем мы его послушали. У меня сейчас даже мурашки по коже прошли, потому что это действительно так. Король кубков — человек, которому можно доверять, которому нельзя не довериться. Их никто не затаскивал, никуда не утаскивал, никуда не сажал, ни в какие машины. Ну, вполне возможно, да, вполне возможно, что он их посадил потом в машину, потому что здесь у нас корабль. Корабль — это средство передвижения, вполне возможно, на автомобиле. В автомобиле он их потом посадил, но не селом. Он как-то к ним подошел именно пешком, не на машине. Да, что там делаете, да? Как-то их похвалил, может быть, за что-то, или что-то предложил. Что-то предложил, да, король кубков этим мальчикам. Почему они за ним пошли? Почему мальчики пошли за этим королем кубков? История целая, да? Король пентаклей, умеренность, принцесса мечей, баланс. Выровнять ситуацию, помочь выровнять ситуацию по деньгам. Король пентаклей — человек, у которого есть деньги или у которого есть связи, который может добиться каких-то денег для них, да? Что вы тут сливаете свой ресурс, сидите? Я вам могу помочь. Принцесса мечей, да, которая помогает тем, которые еще совсем маленькие. Король пентаклей — тот человек, у которого есть деньги или у которого есть связи. Я могу сбалансировать вашу ситуацию. Он как будто с ними разговаривает, он с ними заговорил, и что-то вот он им предлагает, что им понравилось. Это предложение по поводу каких-то материальных благ. Им было это интересно, как мальчишкам. Конечно, им было это интересно, потому что они шли, собственно говоря, за какими-то карманными деньгами, материальными благами, потому что нужно было сдавать вот этот металлолом. Да? Для чего нужно сдавать металлолом? Не просто ради интереса, а для того, чтобы были деньги. Вот король пентаклей — человек, у которого есть деньги, либо связи. Принцесса мечей — это человек, который хочет помочь. Принцесса мечей еще может указывать на человека из структур, либо он сказал им, что я из структуры, либо на человеке было что-то, что указывало, что он из структуры или из каких-то органов, или что-то, что вызывало доверие. Понимаете, вот что-то, что вызывало доверие в его форме или в его форме одежды, вот как-то вот они ему доверились. Карта умеренность, 14-го старшего аркана, здесь говорит о том, что он им говорит: не сливайте свой ресурс. Вот вода. Или что-то связанное с водой он им предлагает. Да? Вот там вода, пошлите туда на речку, допустим. Да? И я вам предложу то, что сбалансирует вашу ситуацию, выровняет ее, и у вас будут деньги. Они за ним пошли добровольно. То есть тут замануха такая была, да?
А было ли вообще спланировано заранее этим человеком, или он вообще увидел их просто спонтанно? Было ли спланировано заранее убийство 5 мальчиков, на которых я сейчас смотрю? Да, карта Солнца 19-го старшего аркана видит детей или увидит детей мертвыми заранее. Да? Здесь ребенок находится в лимбе или в чистилище, да, называйте, как вам больше нравится. Здесь ребенок не жив, он ангел. Нужна была светлая душа. Вот светлая душа для чего-то нужна. Здесь не про светлую душу говорят. 19-й старший аркан – это светлая душа, у которого есть информация в руках. Птица – это информация. Птица – это переход от мира живых к миру мертвых и наоборот, да, переносчики информации от одного мира к другому миру. И вот информация какая-то есть в ребенке, есть что-то в ребенке, что нужно, что необходимо. Это было спланировано заранее. А именно эти мальчики нужны были или просто была ориентировка на мальчиков этого возраста, примерно такого типажа. Именно эти мальчики нужны были для убийства. Или просто ориентировка была на похожих мальчиков. Карта башни, неважно, нужно разрушить, да, карта башни – разрушение. Тот, кто пойдет за мной. Тот, кто пойдет за мной, потому что здесь женщина саморазрушением занимается. Тот, кто поверит, тот, кто пойдет, не обязательно эти мальчики, да, эти мальчики просто попались. А вот, значит, того и порешим, значит, да, того человека или тех людей. А попались сразу 5. Вообще нужен был вот тут один ребенок у меня нарисован, да, может быть, нужен был один ребенок или прям несколько человек. Но здесь попались все 5, и все 5 пошли. 16-й старший аркан башни, отрицательная карта, говорит здесь о том, что вот кто бы попался, тот и попался. Ребенок примерного типажа, примерного возраста. Не следили именно конкретно за этими мальчиками. Куда повезли детей или куда повели детей? Куда увезли этих 5 мальчишек, на которых я сейчас смотрю? 16 апреля 2005 года. Куда их увезли? Учитель, карта учителя. Карта 5-го старшего аркана – учитель, по-другому иерофант. Место, где школа, учебное заведение, церковь, храмы, что-то вот, где обучают чему-то, где люди такие ученые-коты, хочется сказать, да. Здесь приходская школа, может быть, да, при церкви, или просто какая-то школа, заброшенная школа какая-нибудь, заброшенный вуз какой-то, университет, я просто не совсем знаю, что там в Красноярске находится, это там, где чему-то обучают, где что-то записывают. Семинария какая-то, может быть, да, вот что-то вот с этим связано. Куда их повели? В какое-то здание, где есть люди, которые обучают чему-то других людей. Куда повезли детей, еще раз? Похититель, куда их повез? Повез, неважно, да? Король мечей, мужчина, который обманул, мужчина, который обманывает, мужчина-преступник, король мечей, мужчина из органов правоохранительных или мужчина, связанный с правоохранительными органами, или тот мужчина, который дал на лапу правоохранительным органам, и они его не трогают. Там, где обучают людей, туз пентаклей, там, где из них что-то вырастает. Да, там, где обучают людей. Слушайте, школа, семинария, гимназия, университет, вуз, здание заброшенное, не заброшенное, не суть важно, да, или здание, куда никто не ходит, может быть, ну, есть такое в Красноярске, скажите мне, пожалуйста, да? Или рядом с этим зданием, да? Ну, здесь, скорее всего, в здании. Храм какой-то, там тоже могут обучать, да, детей в приходской школе церковной. Потому что 5-й старший аркан, почему я про церковь говорю, 5-й старший аркан – это иерофант по-другому, да? А если не в этой колоде? Всех детей повезли в одно место, потому что были такие моменты, да, что их якобы разделили. Может быть, всех детей, на которых я сейчас смотрю, 16 апреля 2005 года похитили и повезли в одно место. Похитили, это я так говорю, они за ним все-таки пошли, да, за этим человеком. Всех детей повезли в одно место, они были все вместе. Королева кубков. Королева кубков – положительная карта. С любовью, да. Мне карты говорят то, что их не повезли насильно. Я понимаю, да, что с любовью. Как вы под моей защитой. Но здесь, да, королева кубков положительная карта. Всех детей вместе, да, привезли. Всех детей вместе привезли в одно место. Правильно я понимаю? Да, сила. И сразу они поняли, что с ними что-то произойдет. Потому что сила. Я пытаюсь не показывать свою трусость, слабость, но я очень боюсь вот этой мышки, которая сидит на запястье. Здесь 11-й старший аркан силы говорит о том, что ребята практически сразу поняли, кто-то из них, по крайней мере, кто-то из них был один из самых умных, один из самых мудрых, и он сразу уловил, что что-то не так, когда они зашли в это помещение. Как сразу почувствовал. Королева кубков все вместе были. Для чего похитителю нужны были дети? Это был мужчина, мы уже выяснили, да, но я не знаю, один или не один, потому что это может быть просто человек, который похитил, скажем так, завлек детей, да. Исполнители вполне возможно могли быть другие. Для чего эти дети нужны были этим похитителям? Для чего они нужны были? Тройка пентаклей возвыситься, тройка пентаклей перестроиться, измениться, видоизмениться, изменить свою жизнь. Что-то меняется с появлением этих детей. Они нужны для чего-то.
что потом изменит другие жизни или изменит мою личную жизнь, да, имеется в виду вот жизнь похитителя. Тройка Пентаклей, кстати, опять говорит об обучении, да, вот здесь что-то со школой связано, либо с тем, что человек этот обучает чему-то других людей или обучает, как лучше жить. Опять священник мне приходит на ум, но это не точно, друзья мои. Либо выступает, какие-то лекции ведет, да, и говорит, как жить лучше людям, как вот людей привлекает к святыне, скажем так. Тройка Пентаклей, поменяется что-то в моей жизни или в жизни других людей, когда эти дети придут. Опять-таки приходят на ум органы, да, пересадка органов, это тоже имеет место быть. Но мы сейчас выясним. Для чего похитителям нужны были 5 детей? Ну, понятное дело, что их обязательно нужно было умертвить, да, потому что здесь 13-й старший аркан смерть говорит про физическую смерть. Их нужно было убить для того, чтобы что-то из них извлечь или что-то получить от них, тройка Пентаклей, из-за чего похитители изменятся или поменяется их жизнь, они возвысятся как-то, на ранг выше встанут. Может быть, это ритуальное убийство, опять-таки, было, да, мы сейчас все выясним, друзья. Для чего похитителям, помимо убийства, понятное дело, да, для чего похитителям нужны были эти дети? Карта Ворона, мне все здесь показывает смерть, ну ладно, давайте дальше раскроем. Как убили детей? Каким способом, как именно убили этих детей? Как убили этих детей? 10 кубков. Семья там какая-то. Семья — это не только мужчины, но и женщины. Мужчина, женщина, дети, может быть, да, какая-то коалиция, каста, называйте, как вам больше нравится, и все они участвуют в вот этой экзекуции, как это не страшно звучит. Там целая семья. Мужчина возглавляет эту семью, и семья, которая очень любит друг друга, ценит друг друга, но не ценит других людей. Вот так вот интересно, как убили этих детей в семье. 10 кубков. Семья убивала. Все как приняли участие, все из семьи приняли участие. Каким способом, как именно убили этих детей? Кубки еще, да, что-то связано с водой. Как именно убили этих детей? 20-й старший аркан — страшный суд. А страшный суд здесь говорит о выходе из дома, хочу уйти из дома, или о суициде, да, суициде. Сделать так, чтобы это был суицид. Здесь суицид всегда, вот эта карта, 20-й старший аркан — страшный суд, указывает на суицид от удушения, повешения, задохнулся, захлебнулся. И если 10 кубков взять с 20-м старшим арканом страшный суд, захлебнулся в воде. И здесь мне указывают на воду, и здесь у меня вода. И у меня приходит картина, что они вот, знаете, бочки такие большие стоят. У меня просто она приходит, эта картина. Бочки стоят, и они их вот как головой туда. Головой макают и вытаскивают. Макают, вытаскивают. Если это ритуальное убийство, это вполне понятно, потому что кровь нужно насытить страхом, гавахом, чтобы потом эту кровь слить, если это было действительно ритуальное убийство. Но кровь нужно насытить. Так вот, здесь очень много воды. И убивали именно с помощью воды. И 20-й старший аркан страшный суд удушье говорит о том, что да, это могло быть вот с помощью вот как топили, душили голову именно. Голову в какую-то емкость, какую-то жидкость, да, для того, чтобы насытить страхом кровь. Всех ли сразу убили? Всех ли детей сразу убили? Всех ли детей сразу убили? Умеренность, опять вода. Вода. 14-й старший аркан говорит да. Старший аркан да, и вот все как в воде. Все в воде, там несколько людей, все в воде, вот как их топят, да, вот как голову засовывают в воду обратно, голову в бочку и обратно. Всех ли детей сразу убили? 5 Пентаклей. Нищие духом люди, которые притворяются хорошими людьми, 9 Пентаклей. У них у всех есть семьи, дети. 9 Пентаклей — притворяться хорошим человеком, мимикрировать под нормального человека. Их все считают нормальными людьми, ну, по крайней мере, большинство, да, или нищие духом люди, или люди вообще не имеющие духа, души, как существа какие-то. Умеренность, всех детей убили сразу в один день, да. Когда убили детей? 16 апреля 2005 года. Дети, на которых я сейчас смотрю, погибли 16 апреля 2005 года. Нет. Дети, на которых я сейчас смотрю, погибли с 17 по 20, вот так, апреля 2005 года. Да, их держали какое-то время. Нужно было, чтобы им стало тяжело. Нужно было насытить их страхом. Нужно, чтобы им стало тяжело. Чтобы они не знали, как из этого выбраться. 10 жезлов. Тяжесть на душе. Тяжесть и только потом переход в иной мир. Да? Первый старший аркан маг. Первый старший аркан маг — это Сефира Кетер в древе в Сефирот. Это дух, это душа, когда дух уходит на небо обратно, да, и что-то забрали у них. Что-то забирают у них. Это либо кровь, либо органы. Если это кровь, это ритуальное убийство 100%. Если это органы, то это просто люди, да, которые забирают органы. Но учитывая, что там вся семья участвует в этой экзекуции, скорее всего, это все-таки ритуальное убийство. Очень-очень похоже на это, потому что еще первый старший аркан маг говорит о каких-то ритуалах, да, о обрядах каких-то, что не просто так это произошло. Кто виновен в убийстве детей? Максим, Сафар, Гагаш, Саша, Дима. Кто виновен в убийстве этих детей? Прозрение. Прозрение. Люди, откройте глаза. Люди, откройте глаза, они ходят с вами вот так вот ежедневно общаются, может быть, да? Или вы их видите, или вы знаете об этом. Кто-то из родителей, может быть, знает, догадывается, но боится сказать. Кто
Кто виновен в гибели этих детей, этих 5 детей в Красноярске, которые пропали 16 апреля 2005 года? Кто виновен в их гибели? 6 мечей. Мужчина, который ушел от ответственности, мужчина, который вась-вась находится с правоохранительными органами, либо сам находится в правоохранительных органах, либо находится в какой-то касте, секте, коалиции, которая приближена к правоохранительным органам. 6 мечей — тот, кто всегда уйдет от ответственности. Это самый главный причастный. Тот, кто заманил. Ну, все остальные тоже причастны, естественно. Кто виновен в убийстве детей, на которых я сейчас смотрю? Кто виновен в убийстве детей, на которых я сейчас смотрю? Императрица тут вышла, жрица. Императрица, которая промышляет темной магией. Занимается, она выходила у нас, по-моему, если не ошибаюсь, в самом начале. Императрица, жена, мама, промышляющая какими-то ритуалами. Мужчина, плюс супруга его. И женская, и мужская энергия есть. Мужской энергии больше, и женская, и мужская есть энергия. Кто виновен, кто причастен в убийстве детей? Друг к другу являются супругами. 4 мечей, дела семейные. Это семья какая-то. Это семья, где мужчина и женщина, и там у них еще есть ребенок. И они какие-то необычные. Они какие-то необычные, они приближены к правозащитникам, правоохранительным органам, если их можно так назвать. И они очень серьезные такие товарищи, чему-то обучают людей других. Прям говорят вот какие-то слова, да, напутствия. Про Бога что-то говорят даже. Кто виновен в убийстве детей? Король жезлов. Ну, мужчину, да, в основном показывает мужчина. Мужчина, который скрывает женщину. Мужчина, который прикрывает женщину. Еще тут есть какой-то. Мужчина, который прикрывает женщину. Почему прикрывает женщину? 3 кубков. Как минимум 3 человек здесь. Как минимум 3. Мужчина, женщина, ребенок. Ну, ребенок не знаю, насколько причастен их, да, но здесь как минимум 3 человек. Мужчина, который прикрывает женщину почему-то. А теперь выясним, давайте. Было ли убийство этих детей, 5 мальчиков, 16 апреля 2005 года, но их убили чуть-чуть позже, да, ритуально? Празднование иудейской Пасхи, Песах или Пейсах. Была версия, что у детей убили ритуально на данный праздник, выкачав с них всю кровь, так как на экспертизе показали, что тела были обескровлены. Было ли убийство мальчиков, которые пропали 16 апреля 2005 года в Красноярске, ритуальным, то есть жертвоприношение на праздник Пейсах? Было ли это ритуальное убийство? Конечно, звезда. Карта звезда — это карта положительная в данном ключе, да? Положительно отвечает на вопрос. Звезда — передача информации. Ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Что-то забирают и куда-то, как, знаете, вот кровь добавляют в мацу, да? Они перетирают даже кости, они добавляют в еду и так далее. И вот эти люди связаны как раз-таки с черношляпники, да? Я не говорю про всех, друзья мои, евреев сейчас, что все евреи плохие. Нет, ни в коем случае. Карта звезда — передача информации. Ты мне, я тебе. Передаешь мне что-то, а я меняюсь, башня. Я меняюсь. Я как будто обновляюсь своей кровью, своими органами. Вот что-то у них забирают, и я как будто обновляюсь. Помните, мы в самом начале говорили, что какое-то обновление идет. Обновление меня. Ну, вот это ритуал у них такой, да? Карта звезда. Да, жертвоприношением является, могу даже еще раз вытянуть, является ли убийство 5 детей, которых нашли в коллекторе в 2005 году в Красноярске, является ли убийство этих 5 мальчишек жертвоприношением на праздник Пейсах, то есть ритуальным убийством? Является ли убийство ритуальным убийством? Пожалуйста. 21 старший аркан мир, положительная карта, старший аркан. На вопрос, когда, на такой серьезный вопрос, да, нет, выходит старший аркан, утвердительный старший аркан, это 100% да, друзья мои, да. И карта Луна здесь еще говорит о том, что что-то добавляли в еду, да, обратите внимание, тарелочку держит женщина, у женщины под юбкой целый мир. Какая-то женщина еще что-то знает. Какая-то женщина, смотрите, женщина, какая-то женщина хранит тайну. Что это за женщина? Эта женщина не относится к той женщине, которая убивала. Какая-то женщина что-то знает, хранит тайну, потому что либо боится, либо... Ну, что-то она видела. Кто-то что-то видел, понимаете? Какая-то женщина что-то видела, куда мальчишки, видимо, уходили, заходили. И она хранит эту тайну. Что это может быть за женщина? Давайте порассуждаем с вами в комментариях. Вы мне тоже напишите в комментариях. Можем сделать шот-видео на эту женщину отдельно. Потому что какая-то женщина из этого города что-то видела, она все знает и хранит эту тайну очень много лет. Но, скорее всего, не скорее всего, а точно эта женщина не имеет причастности какой-то, да, к убийству мальчиков. Тем не менее, знает. Знать и не говорить — это, знаете, тоже какая-то причастность, пусть косвенная. Следующий вопрос, друзья. У детей забрали только кровь? Обескровленные тела были, да? У этих детей забрали только кровь или не забрали что-то еще? Что-то еще, 2 пентаклей. Что-то вот похожие друг на друга, как парные органы, может быть. Парные органы, которые были нужны. Что-то как по 2 одинаковых. 2 одинаковых или у 2 мальчишек что-то одинаковое забрали, да, 2 пентаклей. 2 были так друг на друга похожи? Или одной нации, одна кровь, может, была? Или что-то еще забрали у 2, не только кровь. Да. Всадник пентаклей — какой-то ресурс. 2 пентаклей — это тоже пентакль, это ресурс вообще, да, ресурс человека.
состоящие из 4 стихий и духа. И что-то забрали у 2 ребят. Или парные органы какие-то забрали. А вот мне интересно, был такой бродяга, который якобы обнаружил тела мальчишек в коллекторе. Это подставное лицо вообще, этот бродяга? Я понимаю, что бродяга не может быть подставным лицом, если ему там не заплатили бутылку водки, может быть, не поставили, да, потому что там был пропоица такой, да, мужчина, который давал интервью. Нормально были. Просто задушенные. Просто надо дико похожать. Этот бродяга, он действительно обнаружил тела 5 мальчишек в коллекторе. И это случилось случайно. То есть он случайно обнаружил эти тела. Ему сказали. Сказали, он не то чтобы на кого-то работает. Ему просто сказали, испугали, внушили эту мысль. Внушить мысль. Мысль не моя. Мысль разлетается, либо мысль ко мне прилетела. Мысль не моя, мне нужно пойти, открыть этот коллектор, вытащить оттуда тела, потому что мне так сказали. 21 стаж Аркан Мир. Это случилось не случайно, не спонтанно. Он специально туда заглянул. Да, потому что ему сказали. 2 мечей. Потому что мне нашептали. Посмотрите, птички. Птичка нашептала, птичка принесла весть, мне сказали, и я пойду это и сделаю. 9 мечей, я боюсь. Боюсь, что моя жизнь остановится, или что что-то они там со мной сделают, да, или я просто боюсь, что такое происходит в этом мире с детьми, то, что это произошло. Его эмоции на камеру были искренни, вот у этого бродяги, да? Что случилось с этим бродягой? Он пропал после этого случая. Что случилось с этим бродягой, который нашел? Слушайте, я не скажу, что его убили, там что-то с ним сделали. Нет, я этого не вижу. У родственника, да, как будто вот, как у родственника. Его научили, как нужно сделать. Держать язык за зубами. На замке, рот на замке. Держи рот на замке. И тогда с тобой ничего не случится. Вот королева жезлов говорит, держи рот на замке. Есть какая-то весточка, у птички эта весточка есть. И ключик она держит в своем клювике. Никому ничего не рассказывает. С ним тогда ничего не случилось. Сейчас я не знаю, что с ним, да. Но вот он как родственником каким-то, да, или вот кому-то родному уехал. Кто-то был у него, какой-то родственник все-таки был не совсем, да, без определенного места жительства. Кому-то родному уехал, его научили так. Ему сказали молчать. 2 карты учителя, 2 карты иерофанта выходят у нас, да. Меня не покидает мысль, что это что-то связанное со священниками, но так как мы говорим про черношляпников, они создают определенную секту, где людей обучают Торе, да, обучают, прививают им любовь к божественному и так далее. И это могут быть не священнослужители, а те же самые черношляпники, да, о которых мы сейчас с вами говорили. Про бродягу выяснили, что ничего они с ним не сделали, просто сказали молчать, да, он им не нужен был. Никто бродяге не поверит. Тела в коллекторе, самое, да, интересное, самое важное. Тела в коллекторе, которые обнаружили. Это тела этих 5 мальчиков. Тела в коллекторе, которые обнаружили в Красноярске через 2 недели после пропажи мальчиков. И это тела этих 5 мальчишек, это уже останки были, да, этих 5 мальчишек, да или нет? Это были тела, останки 5 мальчишек, да или нет? 9 кубков. 9 кубков забрать то, что не полагается, или забрать то, что... Вот очень хочу забрать, девушка из картины выходит, мармеладку хочу, но не могу, потому что обстоятельства так сложились, что я всего лишь картина. 9 остановка, чего-то не хватает. И вроде как и да, и тела их, но чего-то не хватает. Кого-то что-то забрали. Да, что-то забрали, всадник жезлов. Для каких-то определенных целей. Мальчик 1, паж кубков. Что-то с мальчиком не то. Мальчика забрали или одного мальчика вообще там нет. Погибли все, сразу говорю. Я не даю никому сейчас надежды, что кто-то там живой остался, нет. Паж кубков, мальчик водного знака зодиака или просто такой чувственный, нежный мальчик, самый такой ранимый был. Самый ранимый и самый доверчивый. Вот что-то с его телом не то. Или самый маленький. Или выглядел меньше всех. Что-то не то с его телом. Тела их, тела мальчишек, тела в коллекторе. Это тела этих 5 мальчишек, да или нет? Да, но вот что-то здесь не до конца. Мне показывают карты, что они не до конца там находятся. Я поняла, что не до конца там органы, да, забрали. Вот что-то забирают, как по 2 органа, 2 руки, 2 ноги, 2 глаза, я не знаю. По 2 органа, 3 жезлов. То, что обнаружили, не все. Обнаружили, не все. Чего-то нет. Влюбленные тоже 2. Карта выбора, карта разделения еще может быть, да, вот что-то разделили, отделили части тела, да, отделение частей тела произошло, и там не все, там как будто пепел, вот, и вот эти кости, они не все там. И вот одного мальчика как будто вообще нет там, тела, останков его нет. Как долго тела мальчиков пролежали в коллекторе? Как долго тела 5 мальчиков пролежали в коллекторе? Туз жезлов. Туз жезлов может обозначать от 5 дней до недели. От 5 дней до недели. Но карта туз жезлов быстрая карта. Быстро разлагается или быстро сожгли и выбросили. От 3 до 5 дней, я бы предположила, даже не неделю, от 3 до 5 дней пролежали тела.
От 3 до 5 дней или от 3 до 5 дней лежали тела где-то в каком-то месте, они их выбросили быстро, да, то есть быстро выбросили и быстро сказали, чтобы они пришли, якобы их обнаружили, понимаете, да, то есть вот здесь тела вполне возможно где-то лежали, и их потом туда выбросили. Как долго тела мальчиков пролежало в коллекторе? Это белка сюрприза. Да, здесь лежали где-то, друзья мои. Лежали тела королевы кубков, это тело, да, это сам человек. Обозначение человека белка сюрприз. Сюрприз это что-то быстро нужно сделать. Сюрприз, знаете, как быстро. Быстро и быстро положить туда. Вот они сманипулировали там над телами, да, сожгли их где-то в каком-то месте, а затем подложили быстро и сразу обнаружили. Это ощущение, как будто они там не лежали вообще практически. От 3 до 5 дней это они где-то лежали, в каком-то другом месте, да? Что-то с ними делали, да? Какие-то манипуляции воспроизводились, что-то вот забирали у них. Ключ внутри, органы и кровь. И белка – это сюрприз, что это быстро сделать. Быстро положили, быстро обнаружили. При обнаружении тел в коллекторе, вот когда их только-только обнаружили, их же не показывали родителям, да, поэтому родители ничего не знают, как они выглядели, что, как. Вот при обнаружении тел в коллекторе действительно невозможно было опознать детей, так как от них остались только неорганические останки, или можно было их опознать. При обнаружении тел мальчиков в коллекторе их действительно невозможно было опознать так, что они дотлели до костей. Нет, манипуляции воспроизводились уже после того, как тела были обнаружены до конца, потому что были какие-то моменты, которые нужно было устранить. Не до конца был проделан план чисто. Что-то можно было выяснить. Вот десятка мечей мне говорит, что тело есть. Десятка мечей – это человек только умер, либо человека еще видно. Вот человек не стлел до конца, нет костей, нет просто праха от него, да? Вот можно было понять, что с ним случилось. Можно было по колеснице прояснить ситуацию. Но по колеснице мне еще говорит о том, что они как-то докрутили, скажем так, да? То есть что-то с телами еще было проделано, чтобы все было стабильно. Карта Маг здесь показывает, ситуация стабильна. На ситуацию никто больше не покушается, ничего не говорит в ответ, да? Карта Маг, чтобы все было идеально. Чтобы было идеально и чтобы комар носа не подточил к этой ситуации, нужно было что-то еще сделать с телами. Поэтому тела родителям не показали. Как будто они несколько раз еще их, извините меня, жгли. Вот несколько раз проводили еще и еще и еще. Сложная тема, на самом деле, очень. Про детей это всегда сложно, да? Я понимаю, каково родителям и вообще каково тем людям, которые смотрят этот расклад. Мальчики, Сафар и Дима. Меня интересует, да? Сафар. Действительно ли тело Сафара превратилось в пепел? И почему так произошло? Что сделали с его телом? Было ли вообще в коллекторе тело Сафара? Так как мы выяснили, что одного мальчика как будто бы не было. Было ли в коллекторе обнаружено тело Сафара? Оно было вообще там? Нет. Прозрение. Карта чего-то вы не знаете. Вот чего-то вы не знаете. И практически вы поняли, о чем речь. Ну, то есть кто-то из людей догадался, кто-то, может быть, знает, он просто не может доказать этой правды, да? Но тела-то его и не было. А где тело Сафара? Вот я говорю, одного как будто тела не хватает. Это просто какой-то пепел, какой-то мусор. Это не его останки. Куда делось тело Сафара? То, что лежит там, в могиле, это не его тело. Праха там нету, друзья мои. Праха нету. Куда дели тело Сафара, императрица? Императрица что-то знает. Какая-то женщина что-то знает, слушайте. Женщина что-то знает, но скрывает. А что это за женщина? Если догадываетесь, что это за женщина, напишите, пожалуйста, мне в комментариях. У меня эта женщина все время выходит. Она что-то видела, но молчит. Куда делось тело Сафара? Дьявол. Какая-то колба где-то находится, где-то хранится и хранится до сих пор, слушайте. Дьявол, у дьявола хранится до сих пор, как трофей. Здесь дьявол собирает трофеи. У него под ключом в колбе находится чучело вороны. Как это не страшно звучит. Я даже не хочу разворачивать эту тему дальше, потому что это очень неприятная тема. У меня сейчас не очень приятная картина нарисовалась. Вы сами уже догадаетесь, да, что здесь может быть. Тело Сафара нет в могиле. Именно его тело. Здесь как трофей какой-то. Как трофей в виде... Ну, вот здесь вот чучело находится, да? У дьявола. Что на дне колоды? Шестерка жезлов. Забрали, да? Забрали себе. Забрать себе, присвоить себе чужое. Куда-то его увести, отвести. Император, мужчина. Мужчина забрал. У мужчины тело. Либо тело, либо останки. Нужно как трофей. Почему на останках Димы были обнаружены грибки-сапрофиты? Тело лежало отдельно от других тел. Да, переместили куда-то всадник мечей. Говорят, что это похоже на скотобойню. Это правда? Тело Димы действительно лежало на скотобойне.
Принцесса жезлов положительная карта, но принцесса жезлов говорит не на скотобойне, а вот до конца не разгадали эту загадку, да, вот как не на скотобойне, а что-то другое, вот как. Не скотобойня, а может быть как магазин, где есть мясо. Знаете, вот как это не жутко звучит. Опять, если говорим про черношляпников, кошерное мясо. Принцесса жезлов, да, об этом говорит, что вот вроде догадались, но не до конца. Ключик-то у вас в руках, но вот как открыть этот замочек, да? Это как не скотобойня, а там, где лежат трупы животных, ну где? В другом месте. Как магазин какой-то, да? Супермаркет. Холодильник. Ужасные вещи на самом деле. Тело Димы лежало отдельно. Почему? Нужно было сохранить для чего-то, для того, чтобы потом из его тела что-то кому-то передать. Вот холодильник должен был быть. В холодильнике нужно держать что-то. И что-то из его тела, как органы, нужны, а дальше вот он сам не нужен, как прах, да, просто. Да, вот он поможет кому-то, тройка пентаклей, кому-то он мог помочь. Что-то вот из его тела, как орган какой-то, да, изъяли, взяли, забрали и держали какое-то время где-то, как в холодильнике, может быть, да, в темном помещении, где оно хранилось. Тройка пентаклей – это кому-то дать шанс, новую жизнь с помощью его тела, с помощью его органов. Почему вообще делаю этот расклад, да? Почему возобновили следствие спустя 20 лет? Для чего это нужно? Кому это нужно? Почему возобновили это дело спустя 20 лет? Кому это выгодно вообще? Для чего это нужно? Мужчина, который поставил перед собой какую-то цель. Мужчина, который что-то знает или у которого есть какие-то догадки по поводу этого дела. Для чего возобновили дело о пропавших мальчиках, которые обнаружены в коллекторе спустя 20 лет? Вот человек, который хочет разгадать тайну. Но тайна разгадывает его, хочется сказать. То есть вот если бы вот так карты лежали, то человек бы действительно разгадывал тайну. А здесь вот он не понимает, что он делает. Есть какой-то человек, кто думает, что он добрался до истины. У него есть какие-то предположения. Человек или группа людей, всадник жезлов. Жезло – это стремление. Это не люди из правоохранительных органов. Хотя напомню, что люди из правоохранительных органов в этой истории тоже замешаны. Мы не задавали конкретный вопрос, но это 100% так. Если там присутствуют черношляпники, то значит там есть большие деньги, очень большие деньги, друзья мои. Да? И, конечно же, не только деньги, но и власть, защита, крыша. А вот здесь какие-то люди, которые не имеют именно к этим людям никакого отношения, у которых есть какие-то свои догадки, но тем не менее они находятся впереди своих догадок, догадки как-то позади, вот они не о том думают. Это возобновление следствия ни к чему не приведет. Да, ни к чему не приведет. Вот я хочу этого мужчину, а он меня не хочет, да? Я хочу разгадать это дело, а оно не хочет разгадываться. Потому что есть определенные люди, которые работают по своим правилам, да? И которые ни в коем случае не дадут этому делу всплыть так, как хотят эти люди. Но эти люди немножко не так думают об этом деле, как оно есть на самом деле, друзья мои. Поэтому здесь очень двояко, и не факт, что это произойдет, что дело раскроют наконец, да, спустя 20 лет. Было ли уже или будет ли кармическое наказание для убийц этих 5 мальчишек? Было ли уже или будет ли кармическое наказание для убийц этих 5 мальчишек? Дьявол. Карта дьявола говорит «да», и карта дьявола еще говорит о каких-то привязках, аддикциях. Погибнуть от аддикции, погибнуть от привязки к чему-то или привязанным к чему-то погибнуть. Да? То есть кармическое наказание в этой жизни однозначно будет. Снова эта императрица, да, здравствуйте. Снова эта императрица, которая что-то знает. Вот я сижу на слоне силы, обладаю какой-то силой, что-то знаю. Кармическое наказание вот от этой женщины как будто бы. Неправильная ситуация. 6 кубков. Женщина знает этого человека. Женщина знает этого человека, боится рассказать, потому что в нем большая сила. Это неправильно то, что я расскажу, но в итоге наказание будет почему-то именно от этой женщины. Не она конкретно его убьет или что-то сделает с ним, да? А вот как будто наказание идет от рода этой женщины. Интересно очень. Женщина, которая что-то знает. Что за женщина? Напишите мне в комментариях, кто мог знать, что случилось с детьми, кто мог видеть, кто их уводит. Женщина знает этого человека. Она жила в Красноярске, да, где... Собственно говоря, погибли дети. Друзья мои, очень непростой был расклад. Прошу прощения, может быть, что-то я не сказала, да, что-то упустила, какие-то вопросы из виду. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мы сделаем по ним шорт-видео по этим вопросам, самым интересным вопросам. К этому видео пишите, может быть, вы хотите какие-то другие расследования видеть на моем канале. А я вас очень люблю и до новых встреч.